В Корее не принято хвастаться богатством публично, ведь местное общество крайне жестко порицает излишнее высокомерие и демонстрацию роскоши. Однако данные о сделках с недвижимостью и инсайды крупных финансовых изданий открывают перед нами совершенно иную картину. Пока фанаты обсуждают новые роли своих кумиров, сами звезды ведут агрессивную игру на рынке элитных квадратных метров Сеула. Начнем с человека, чье имя давно стало синонимом абсолютного коммерческого успеха в мире корейских сериалов. Ким Су Хён. Актер, который заставил всю Азию плакать и смеяться в дорамах «Человек со звезды» и «Псих, но все в порядке», официально удерживает статус одного из самых высокооплачиваемых артистов страны. Его гонорары за одну единственную серию уже несколько лет назад перешагнули отметку в сотни тысяч долларов. Но куда уходят эти колоссальные суммы, если в повседневной жизни актер часто появляется в простых бейсболках и скромных спортивных костюмах? Ответ кроется в районе Сон-Судон, который называют корейским Бруклином для миллиардеров. Именно здесь Ким Су Хён приобрел один из самых дорогих жилых комплексов в стране под названием «Галерея Фаре». Цена его апартаментов составляет несколько миллионов долларов, и это далеко не единственный его объект. Инсайдеры сообщают, что актер предпочитает вкладывать свои доходы в коммерческую недвижимость, которая приносит ему стабильную прибыль вне зависимости от успешности его новых проектов. Он владеет целыми зданиями в престижных кварталах, которые сдаются под офисы крупных компаний и элитные рестораны. Это классическая стратегия корейских звезд топ-уровня – превратить мимолетную популярность в вечный источник колоссального пассивного дохода. Однако Ким Су Хён не одинок в своей любви к дорогой недвижимости. Его главный соперник по популярности и гонорарам, легендарный Ли Мин Хо, зашел еще дальше. Человек, открывший миру эпоху корейской волны благодаря дораме «Мальчики краше цветов», превратил свое имя в мировой бренд. Его доходы формируются не только из съемок, но и из гигантских международных рекламных контрактов с европейскими домами моды. Ли Мин Хо выбрал для жизни закрытый и максимально охраняемый жилой комплекс в районе Каннам. Это место, где каждый квадратный метр стоит астрономических денег, а соседями актера являются председатели правления крупнейших технологических конгломератов. Его пентхаус оборудован персональным лифтом, собственной системой фильтрации воздуха и панорамным видом, который охватывает весь ночной Сеул. Но недвижимость – это лишь верхушка айсберга. Ли Мин Хо известен своей страстью к коллекционированию редких предметов искусства и элитных автомобилей. В его закрытом гараже находятся машины, стоимость каждой из которых превышает годовой бюджет средней корейской семьи. При этом актер тратит огромные средства на поддержание абсолютной конфиденциальности. Его дом охраняется частной службой безопасности, а любые попытки папарацци сделать снимок пресекаются мгновенно. Перейдем к человеку, чья личная жизнь и финансовые успехи в последние годы не сходят со страниц мировых таблоидов. Сон Джун Ки. После оглушительного успеха дорамы «Потомки солнца» его карьерная траектория взлетела до небес, а вместе с ней и доходы. Актер демонстрирует совершенно иной подход к трате своих миллионов, который больше напоминает стиль западных знаменитостей. Сон Джун Ки активно расширяет географию своих владений за пределы Южной Кореи. Помимо роскошных апартаментов в элитном сеульском районе Итевон, стоимость которых оценивается в сумму около 10 миллионов долларов, актер приобрел дорогостоящую недвижимость на Гавайях. Это роскошное бунгало с выходом на частный пляж, куда он улетает на частном самолете, чтобы скрыться от удушающего внимания корейской прессы. Инвестиционный портфель Сон Джун Ки включает в себя акции крупных технологических стартапов и продюсерских компаний. Он понимает, что век актера может быть коротким, и поэтому активно вкладывает деньги в индустрию развлечений изнутри, выступая в роли скрытого инвестора для новых проектов. Его образ милого парня с соседней улицы на поверку оказывается маской жесткого и крайне расчетливого бизнесмена. Но если вы думаете, что только актеры-мужчины скупают Сеул, то вы глубоко ошибаетесь. Женщины в корейской индустрии дорам зарабатывают не меньше, а иногда и распоряжаются своими миллионами гораздо агрессивнее. Яркий пример – Чон Джи Хён, звезда дорамы «Легенда Синего моря». В корейских финансовых кругах ее называют не иначе, как «королева недвижимости». Чон Джи Хён обладает уникальным чутьем на выгодные сделки.
Она покупает старые, непримечательные здания в районах, которые только начинают развиваться, проводит там полную реконструкцию и через несколько лет продает их или сдает в аренду с наценкой в сотни процентов. Стоимость ее личного портфеля коммерческой недвижимости по самым скромным оценкам превышает $80 миллионов. Она может позволить себе не сниматься годами, тщательно выбирая только те роли, которые ей действительно интересны. Ее образ жизни – это абсолютная финансовая независимость, где доходы от аренды помещений под магазины мировых брендов в центре Сеула значительно превышают гонорары от самых успешных сериалов. Это уровень богатства, который позволяет диктовать свои условия крупнейшим телеканалам. На что еще тратят деньги люди, у которых есть все? Существует одна статья расходов, о которой корейские звезды предпочитают молчать, но именно она раскрывает их с совершенно неожиданной стороны. Это анонимная благотворительность. В отличие от западных звезд, которые устраивают пышные гала-концерты ради пиара, корейские актеры переводят сотни тысяч долларов на счета детских больниц и фондов помощи пострадавшим от стихийных бедствий без упоминания своих имен. Часто правда всплывает наружу только тогда, когда журналисты случайно находят отчеты фондов, где среди жертвователей указаны настоящие имена звезд, а не их сценические псевдонимы. Ким Су Хён, Ли Мин Хо, Аю и многие другие ежегодно отдают значительную часть своих доходов тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Это их способ платить налог на удачу в обществе, которое дало им все. Но есть и темная сторона этого богатства. Огромные деньги порождают колоссальное давление. Корейские актеры живут в золотой клетке, они не могут спокойно пройти по улице, пообедать в обычном ресторане или завести отношения без одобрения агентства и фанатов. Миллионы на банковских счетах становятся платой за полную потерю личной свободы и постоянный страх совершить одну единственную ошибку, которая уничтожит их империю за 24 часа. Они покупают самые дорогие системы безопасности, строят подземные паркинги под своими домами, чтобы выезжать незамеченными, и тратят миллионы на адвокатов, которые круглосуточно мониторят интернет в поисках порочащих слухов. Роскошная жизнь корейских звезд – это не просто дорогие машины и пентхаусы. Это бесконечная попытка купить безопасность и приватность в мире, где за ними следят миллионы глаз. В следующий раз, когда вы будете смотреть очередную серию любимой дорамы и сопереживать герою, который не может оплатить счета за квартиру, вспомните об этой изнанке. Человек на экране в этот самый момент может владеть целым кварталом в центре Сеула. Но принесет ли это богатство ему настоящее счастье – вопрос, на который не сможет ответить ни один банковский счет в мире.